Ребятки, всем огромный солнечный привет. Меня зовут Ирина, я 2 года живу в Канаде, а до этого 6 лет жила в Польше. И сегодня мы с вами поговорим о важных вещах. А, собственно, обговорим комментарии, которые вы мне отправляете, ну и просто поболтаем о том, как все-таки жить это в Канаде, стоит оно того или, наверное, возможно, нет. Я считаю, что стоит, сразу буду спойлерить. Ну, как видите, я все-таки живу здесь и никуда не уезжаю, остаюсь на месте, так сказать, и вижу плюсы, которые здесь есть, и меня они очень радуют как человека, как маму маленького ребенка, как жену, да, и просто как частичку общества. Каждый из нас является этой частичкой общества, и очень важно, чтобы тебе было комфортно. Ну и когда, конечно же, такая прекрасная, замечательная погода, мне очень даже комфортно, дорогие друзья. Я чувствую себя вот так замечательно просто. Конечно, зимой немножечко все по-другому, но это не совсем, вот знаете, это не совсем настолько важно. И я до этого дошла. И мне вот, знаете, часто пишут комментарии: да что там, уезжаете из Канады, делать там нечего, там вы ничего не найдете. И самое интересное, самое непонятное для меня это то, что чаще всего это пишут люди, которые живут в Канаде. Также, например, и истории такие, которые мне рассказывали люди, у них родственники живут в Америке, вот, и они тоже хотят попасть в Америку, но им родственники говорят: нет, не приезжайте в Америку, здесь плохо, а сами живут более 20 лет. Ну, то есть непонятно, вот какой-то у людей небольшой сдвиг в этом плане. Почему-то то ли не хотят, чтобы приезжали, то ли специально пытаются ухудшить картинку, сделать хуже, показать, что все не так хорошо, как есть. Посмотрите, как все замечательно. Смотрите, вон лавочка есть. Можно присесть себе. Домики разные. Вот это вот улочка канадская. Просто, ну, выглядит замечательно. Я обожаю здесь гулять. И я очень радуюсь тому, что здесь все так красиво. Ну, я так сейчас уже начинаю, знаете, идеально, все идеально. Не бывает ничего идеального. Вон, например, поставили какую-то железную коробку. Или, не знаю, вон мусор ли валяется какой-то, да. Есть свои минусы, есть свои плюсы. Я не хочу все идеализировать так, чтобы вообще прям было все мега-мега идеально. Нет, так не бывает. Но все же я не понимаю этих людей, которые почему-то живут в Канаде и продолжают писать: да здесь делать нечего, уезжайте. Или вот, например, у моей мамы есть подруга, знакомый, который живет в Канаде, и постоянно через эту знакомую она передает ей: в Канаде ужасно, плохая медицина, плохие школы, плохое образование, все просто жутко и ужасно. И sorry, сама уже столько лет живет здесь и не собирается отсюда уезжать. У меня вопрос: если тебе так плохо, почему ты до сих пор тут? Соберите свои вещи, дорогие друзья, и уезжайте. Никто вас тут не держит. Ну, да. А если вам все нравится, и есть какие-то недостатки, то это совершенно нормально. То есть, ну, не бывает идеальных мест, мы все это прекрасно знаем. Наш менталитет вот основан на том, чтобы найти говно повсюду и обязательно его где-нибудь воткнуть. Ой, я это понимаю, я это не люблю, но это часть, к сожалению, нашего менталитета. Так как я тоже вышла из нашего менталитета, это часть также, наверное, и меня. Поэтому, ну что, остается только принимать и пытаться с этим как-то работать, как с психологом, знаете, постоянно прорабатывать свои внутренние проблемы. Вот так, дорогие друзья. Такие вот непонятки у меня относительно людей, которые почему-то жалуются на Канаду, непонятно из-за чего. У меня есть аспекты, которые мне тут не нравятся. Я их указывала в видео, которые вы можете перейти посмотреть. Это реальные аспекты человека, правдивые, которые вот есть. Я могу сказать, что это же была жалоба, а могу сказать, что это просто, ну, знаете, как вам так это объяснить, что просто есть что-то, что не до конца мне импонирует в этой стране. И это совершенно нормально. Видите, плюсы перевешивают эти минусы. Поэтому, соответственно, я здесь и живу. Также дальше относительно комментариев. Я записываю видео также о том, что я жила в Крыму и переехала из Крыма. Многие мне писали о том, что, ну, всякие политические распри начались, чей Крым и так далее. Многие люди в Крыму даже, может, никогда и не были, тем более в те моменты, когда происходила оккупация. Поэтому я, честно говоря, как человек, просто делящийся своим личным опытом, рассказываю о том, что было в реальности. Вот, кстати, посмотрите, это такие задние дворики обычно домов. С той стороны это такая
презентабельная сторона, да, а с этой стороны это больше задние дворы с паркингами. Но посмотрите, ребятки, все очень ухожено, прилично, то есть никаких мусорок, не, ну, в смысле, мусорки есть, понятное дело, в смысле какого-то сильного мусора, да, или неприятных, нелицеприятных видов я не замечала. Во всяком случае, тут. Не забываем, что в каждом районе, в каждом городе есть какие-то свои районы, где может быть недостаточно некрасиво, да, поэтому нужно учитывать тоже в том месте, в котором ты живешь, как будет это выглядеть. Вот, смотрите, это стандартная мусорка. У меня по классике обожаю ходить по мусоркам и показывать их. Что-то у меня с этим какие-то проблемы есть, возможно. Но в целом, в том районе, где живу я, все просто замечательно. Я жаловаться не могу. Здесь у нас тихо, спокойно. Люди доброжелательные. Знаете, вот как иногда кажется, что ты в какой-то утопии. Прям хочется пойти на улицу и просто посмотреть на кого-то, улыбнуться и сказать «Hello, how are you? What are you doing today?» Пожелать «Have amazing day» и так далее. Вот, смотрите, даже идешь по улице, и тебе скамейка говорит «Пожалуйста, welcome». Вот настолько здесь доброжелательно все. А если серьезно, я вот сейчас так гуляю здесь, и летом в Канаде такое состояние, как будто ты где-то в Греции. Настолько сильное солнце, настолько оно такое летнее, жаркое, что аж прям чувствуется, что вот-вот и дойдешь до океана. Ну, далековато, всего лишь каких-то там 10 часов ехать до Ванкувера, чтобы до океана добраться. Не близко. Вот так, ребятки. Так что относительно этого. Я могу сказать, что вот эта вот часть жизни, которую я ощутила исключительно в Канаде, а именно вот это вот восприятие людей, когда ты радуешься тому, что ты можешь с ними пообщаться, когда ты улыбаешься людям, когда они улыбаются тебе. Это милое состояние души, когда ты знаешь, что тебя не осуждают другие люди, потому что у меня с детства, ну, прям травма какая-то. Я думаю, она у каждого из нас есть. Вот это вот травма человека, которого осуждают за что-либо. Ну, это, наверное, школьные еще времена, и почему-то у нас было принято так, типа, что давайте друг друга гнобить. Вот, наверное, детей родители гнобили, что жутко грустно. Это печально, очень грустно. И здесь такого отчасти нет. То есть, если ты кого-то будешь гнобить, тебя могут за это посадить. Вот и такой стишок. Смотрите, как интересно. Я даже не знаю, как сюда запихнули диван в мусорку. Я выбираю эту улицу не потому, что я люблю ходить возле мусорок, чтобы вы не подумали, а исключительно потому, что там шумно, там всегда много машин. В Канаде люди передвигаются в основном на машинах, реже на автобусах, на транспорте городском. Бывает это очень редко. Потому что это удобно, потому что дороги позволяют, потому что бюджет позволяет, потому что уровень жизни позволяет. Это только мой муж начинал работать один, то было очень сложно. То есть, если говорить о обеспечении себя как единицы, то это возможно. Ты на низкой зарплате можешь полностью себя обеспечить. Но если кто-то один будет обеспечивать с низкой зарплатой семью, то это практически нереально, это очень сложно. Поэтому нужно работать вдвоем, либо зарабатывать очень много. Вот. У меня есть многие знакомые, кто-то айтишники, кто-то какие-то строители, кто-то еще какие-то менеджеры и так далее. И по факту все равно их жены ищут для себя работы, потому что нужно вести вот так вот бюджет совместно, потому что очень тяжело самому потянуть, даже если ты какой-то хороший очень имеешь работу и перспективы. Ну, конечно, я не включаю в этот список, наверное, работы с нефтью и так далее, нефтяные какие-то фирмы. Наверное, это другие уже деньги, если ты директор какой-нибудь. Но мы говорим о реальных возможностях, которые доступны, хотя бы в ближайшие годы, да. Поэтому так, работают двое, зарабатывают в целом, может, там, каждый, если по $4000 зарабатывает, то это будет у нас выходить $8000 в месяц. Ну, и это уже реальные цифры, чтобы жить адекватно. Конечно же, как любимые рабы государства, брать кредиты, их выплачивать и наслаждаться вот этим кредитным я своим. И просто быть счастливым человеком, наверное. Ну, так люди делают, понимаете?
так делают все, наверное, поэтому что тут удивляться. Я тоже предполагаю, что мы скоро ворвемся в эту жизнь, потому что откуда у молодых людей должно быть столько денег, чтобы выложить сразу 700 тысяч на дом и жить себе спокойно? Ну, вот так вот. Так, мои дорогие друзья, это работает, это жизнь. А я с вами сейчас зайду, куплю себе кофейка. Ребятки, я вышла, купила себе кофе. Ну и в целом просто буду продолжать с вами говорить, показывать вам реальность канадскую. Вот она, дорогие друзья. Я заметила, что некоторые люди могут улыбаться через зубы. Вот, даже если у них нет на это настроения. Как вы думаете, это хорошая идея? Или все-таки нужно быть искренним с собой и другими? И если тебе плохо, то просто посылать всех. Или все-таки это нормально и лучше улыбаться, даже если тебе не хочется? Я скажу так. Мне кажется, что это круто, потому что когда у тебя даже нет настроения, но ты улыбаешься, то у тебя вырабатывается эндорфин, гормон, вот, счастье, который, знаете, вот. Я скажу так, мне кажется, что круто улыбаться, даже если у тебя нет на это особо настроения. Почему? Потому что во время улыбки у нас вырабатывается эндорфин, гормон счастья, который нам улучшает настроение. То есть даже если тебе грустно или плохо, улыбайся, и все будет хорошо. В целом люди это и делают. Я думаю, вот я только что покупала кофе, и паренек был не сильно счастливый. Но я была очень милая, оставила ему 78 центов чаевых, и в конце он улыбнулся. И мне кажется, это могло помочь сделать его день немножко лучше. Вот, поэтому мне кажется, все же лучше улыбаться и стараться быть милее и добрее друг к другу, как у нас принято, знаете, друг друга оскорблять или просто игнорировать. Это очень неприятно. Я помню наше общество, и здесь такого нет. Я не хочу сейчас говорить о чем-то таком, типа, а давайте мы как все быстренько станем канадцами. Нет, но я думаю, что, наверное, именно поэтому я путешествую и езжу в разные страны и переезжаю, потому что я хочу посмотреть на разных людей, на разные менталитеты и выбрать из всего этого самое лучшее. И вот как бы было классно, если бы мы, каждый из нас, да, мог иметь эту возможность. И, наверное, поэтому я тоже снимаю это видео, эти влоги и вообще все, что вот есть на моем канале, чтобы вы могли тоже окунуться в это и стать частью этого, а значит, попробовать что-то другое и понять, то есть, что есть какие-то другие возможности, есть другие люди, есть другие страны, есть другой менталитет, и что ограничения, они только вот здесь, в нашей голове, и нам решать, какими мы будем завтра, какими мы будем со следующим встречным человеком, улыбнемся мы ему или нет. И как мы поступим, когда в следующий раз нам будет плохо? Сможем ли мы совладать над собой и сделать этот день не хуже для кого-то, а наоборот для кого-то лучше? И вот здесь вот эта вот позиция взрослого человека, которую я только начинаю учить, потому что меня, к сожалению, в детстве, как и многих из нас, не обучали таким позициям взрослого человека, когда у тебя есть проблема, и ты не пытаешься агрессивно скидывать на нее на всех подряд, а берешь эту проблему на себя, принимаешь ее и пытаешь, и решаешь ее, да, и все. И тогда жизнь становится намного-намного лучше и намного, я бы даже сказала, проще. Hello. You have a cigarette? Yeah, I know. Sorry, I don't have cigarette. And I have a good day. No, me too. Thank you. Да. Кажется, я не знаю, слушайте, ребятки, мне казалось, что я никогда не выгляжу на человека, который курит. Может, это сочетание я и заброшенный переулок создало впечатление в голове мужчине, что я курю. Ладно, недавно мне сказали, попросили у меня, когда я покупала коктейль, попросили у меня паспорт. Поэтому все окей. Я улыбнулась и сказала огромное спасибо, вы сделали мой день. Ребятки, в общем, я думаю, что на этом стоит заканчивать. Я была так счастлива с вами поболтать сегодня. Это было невероятно. Обязательно пишите в комментариях, что вы об этом всем думаете. Напишите, что бы вы хотели видеть на моем канале. Я буду рада воплотить какие-то ваши желания, интересы тут. Ну и спасибо вам большое за просмотр этого видео. Пожалуйста, поддержите меня, мой канал, поставьте свой лайк, может, даже 2 откуда-то, если возможно. Оставляйте ваш комментарий. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал, и будем держаться вместе. До скорой встречи. Пока.